Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого, но вкусного летнего салата. Буду готовить его из тех продуктов, которые у меня есть в холодильнике. Этот салат – импровизация по мотивам салата «Цезарь». Назову его а-ля «Цезарь». Количество всех продуктов в салате по вкусу. Куриное филе нарезаю на нетолстые слайсы и делю на кусочки. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Перекладываю курицу в миску. Поливаю небольшим количеством оливкового масла, хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом, и оставляю мариноваться на 15-20 минут. Пока курица маринуется, подготовлю яйца для соуса. В кипящую воду опускаю 2 яйца на 1-2 минуты. Так яйца пройдут хоть какую-то термообработку. Мне нужен только желток. Достаю яйца из воды и отделяю белок от желтка. Белок уже частично свернулся. Желток положу пока в миску и накрою крышкой, чтобы он не обветрился. Кусочки курицы кладу на раскаленную сковороду и готовлю на огне выше среднего до золотистой корочки с 2 сторон. Перекладываю курицу в миску, чтобы она немного остыла. Теперь готовлю соус. Желтки перемешиваю ложкой до однородности. Вместо соли добавляю к желткам 2 столовые ложки классического соевого соуса. Через пресс добавляю 2 крупных зубчика чеснока. Две чайные ложки итальянских трав и перемешиваю до однородности. Можете при желании добавить оливковое масло. Тоже получится вкусно. Соус готов. Теперь собираю салат. У меня молодой салат айсберг. Сегодня прорежала грядки. Рву салат руками на крупные куски. Рукколу также рву на части. Крупные листья шпината рву, а мелкие бросаю в салат целиком и перемешиваю. У меня 2 помидора среднего размера. Красивее было бы в салат положить помидоры черри. Но они у меня еще не выросли, поэтому использую эти. Нарезаю их на кусочки и отправляю в салат. 2 вареных куриных яйца тоже нарезаю на кусочки. И тоже отправляю в салат. Добавляю курицу и осторожно перемешиваю руками, чтобы все продукты в салате равномерно распределились. Поливаю салат соусом. И перемешиваю. Посыпаю смесью семян белого и черного кунжута и
и снова перемешиваю. Добавляю крутоны, другими словами гренки, и опять перемешиваю. Я люблю гренки добавлять в салат сразу, а не в конце в каждую тарелку отдельно, чтобы они немного впитали в себя соус. Мне так больше нравится. Гренки я готовлю из хлеба для тостов. Нарезаю хлеб на кубики, посыпаю сухим чесноком, взбрызгиваю оливковым маслом, перемешиваю и сушу в духовке. Посыпаю салат тертым сыром. Лучше, конечно, использовать сыр пармезан, но у меня его нет, поэтому я натерла 100 грамм сыра торговой марки Звенигора. Можно использовать любой сыр твердых или полутвердых сортов. Часть сыра я кладу в салат, а остальным сыром посыпаю каждую порцию салата отдельно. Снова все перемешиваю. Мой салат готов. Салат получается очень вкусным и по-настоящему летним. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить этот летний салат а-ля Цезарь, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят различные салаты, а летом их особенно любят есть из своих овощей и зелени. Этот летний салат очень нравится не только моим домашним, но и гостям. Его вкус никого не оставляет равнодушным. Приготовьте салат по этому рецепту. Думаю, что его вкус вам тоже понравится. Это одна порция салата. Я эту порцию дополнительно посыпала сыром и притрусила семенами кунжута. Салат необыкновенно вкусный. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!